Сегодня у нас какое число? Сегодня 3 февраля. Друзья мои, за мной вот такие яйца, на яйцах сланцы. Это такой, как это, арт-объект, да, яйца на сланцах или сланцы на яйцах, непонятно кто на чем или кто куда, но тем не менее. Сегодня 3 февраля, на ваших золотых часах 16:25 по городу Москве, и мы начинаем такой экспресс-стрим, то есть экспресс-стрим. Очень скоро мы будем делать его только для спонсоров нашего канала, пока мы разогреваемся, пока мы понимаем, как это работает, чтобы мы могли делать выездные такие стримы и делать их прямо. Первые вопросы, которые вы сейчас узнаете, то, что я хотел бы с вами обсудить, это первое. Что мы хотели обсудить? Корабли. Итак, давайте мы... Сейчас я попью воды и начнем. Все? Итак, старт на ютубе. Большому кораблю большое плавание. Откуда я взял это? Вчера, когда мы гуляли по пристани, мы увидели огромное количество рыбаков. И эти рыбаки сидели, рядом с ними стояли на причале, ну не стояли, а плавали на причале, были припаркованы, пришвартованы, правильно сказать, большие рыбацкие судна. И у меня сложилось впечатление, такая аллегория, что вы, начинающие видеоблогеры, очень часто начинаете свой путь с этого рыбака. С этого маленького рыбака вы долго и муторно выбираете удочку, вы какие-то снасти, лески, спорите, какой крючок лучше, какая там, не знаю, насадка лучше. В то время, когда надо думать про то, как ловить рыбу кораблями, как ловить рыбу большими сетями, большими неводами. Почему? Потому что если вы планируете ловить небольшую рыбешку, то вы в вашем лучшем случае, если даже вам очень сильно повезет, вы и будете ее ловить. Вы никогда не дойдете до того масштаба, какой приходит у промышленных рыболовных кораблей. То есть те корабли, которые забрасывают неводы, сети, там, не знаю, в море, они за один раз вытаскивают столько рыбы, что не у каждого рыбака за всю жизнь появится возможность выловить такой объем рыбы. Поэтому мечтайте глобальней, мечтайте шире, мечтайте больше, мечтайте о целях, которые позволят прокормить не только вас и вашу семью, а ваш бизнес, ваших внуков, и чтобы ваша мечта, ваша цель была необъятна. Вот просто подумайте и сравните тех самых рыбаков, которые сидят на причале и судорожно ловят вот таких мальков, и те большие корабли, которые каждый день выходят в море и приходят в порт с большим грузом рыбы. Эти корабли по-другому плавают, они по-другому зарабатывают. И не потому, что им повезло, а потому, что они хотели выйти на такие объемы. Они мечтали, они планировали и они работали для этого. Ваш мозг очень хитрый и очень умный, потому что я думаю, что вы, те, кто смотрит нашу школу видеоблогера, умные люди, и вы можете себя в чем угодно убедить. Потому что умный человек, он по определению может себя убедить в чем угодно. И вы можете сейчас себе говорить о том, что вот сейчас я научусь ловить маленькую рыбу, маленькой удочкой, а потом я куплю себе яхту, а потом я куплю себе большой корабль, а потом у меня будет большая рыболовецкая компания. Не будет. Не будет, потому что цели у вас маленькие. А когда маленькие цели, ваш кораблик, ну, как у капитана Врунгеля, да, как корабль назовешь, так он поплывет. У вас будет не победа, а беда. Так вот, живите и творите для победы. Пора барабам. Нормально? Да. Второй вопрос, который я бы хотел сегодня обсудить, потому что нагорело, прикипело, это стратегия маленьких шагов. Друзья мои, мы работаем уже 4-й год на поприще Ютуба, на поприще создания каналов на Ютубе. И в этом году 5 из 7 клиентов, с которыми мы сейчас продолжаем работать, сказали нам о том, что Некрашевич, твоя стратегия маленьких шагов – это классно.
И я бы сегодня хотел вам еще раз про нее рассказать, про эту стратегию маленьких шагов, как она работает. Итак, самое важное в стратегии маленьких шагов – это понимать, что YouTube или ваш бизнес, или ваш канал, или ваши видео – это марафон. Марафон – это то, когда вы начинаете планировать на долгую дистанцию. Давайте приведем в пример не марафон, а лучше всего сюда приходит нам на ум – это Ironman, это триатлон. Это когда люди сначала плывут, потом они едут на велосипеде, а потом они бегут. И вот кто-то, кто умеет классно плавать, не факт, что умеет классно бегать. А тот, кто умеет классно бегать, не факт, что умеет классно ездить на велосипеде. И вот эти все три дисциплины, они показывают, кто же сильнейший, потому что там это надо рассчитать свои силы так, чтобы на разную группу мышц была разная нагрузка в одно и то же время. И в вашем случае надо делать то же самое. То есть, когда вы начинаете создавать, творить, вы должны, вот слово должны, не то что творить, а заниматься еще и продюсированием своего канала, и созданием контента, то есть монтаж, оформлением контента, продвижением контента, монетизацией контента. Поэтому создание видео на YouTube, создание для заработка, она очень и очень похожа на этот самый триатлон. То есть, если вы сильны в создании видео, вряд ли вы будете сильны в монтаже. И уж точно вы не будете сильны в монетизации. Потому что, сколько я не общаюсь с творческими людьми, у них самая большая боль – это отдел продаж. У них классный контент, у них классные курсы, у них классное все, но с отделом продаж у них полная беда. И в вашем случае очень часто так и бывает. Либо, если вы классный продажник, у вас с креативом будет такое себе история, и делать классный контент-план или классные завораживающие ролики вам будет не по душе. А раз не по душе, не будет получаться качественно. И к чему я вам говорю? Давайте еще посмотрим на один момент стратегии маленьких шагов. Давайте представим. Когда мы начинали свой проект, я собрал команду и предложил всем работать 6 дней в неделю. Почему? Все предельно просто. Если я вам сейчас скажу, представьте, у ваших конкурентов и у вас одинаковые преимущества. Вот вы вышли в равных условиях, вы вышли в одно и то же время, вы вышли с одним и тем же бюджетом и с определенными командами. Силы будут 50 на 50, то есть шанс успеха будет у всех равный. А давайте представим, если у вас конкурент на 2 года начал раньше, чем вы. Как вы можете его обойти при прочих равных, если у вас все равно? У вас равная команда, у вас равные бюджеты, у вас равное все, но как вы можете его обойти с гарантией? Ответ прост. Это простая математика. Смотрите, в году 50 недель. И если вы прямо сейчас примете за данность работать с командой на начале пути по субботам, то тогда у вас будет 50 рабочих суббот. Записали. Это 50 дней. 50 дней. Если вы сюда прибавите, еще приплюсуете новогодние праздники, то есть у вас рабочий день, заканчивается рабочий год 30 декабря, начинается 2 января, как он начинается у нас, то вы еще получаете фору 5 дней. Плюс еще берете майские праздники, там 5-10, то есть у вас в совокупности со всеми праздниками, с субботами получается 60 дней. Вот вам на ровном месте 2 месяца форы. И тут ваш чудесный мозг опять вам подскажет, когда же я буду отдыхать? Когда же я буду отдыхать? Потому что суббота, воскресенье, законные выходные. Конечно, они законные, они выходные на заводе. Там, где вам заплатят зарплату, там, где, наверное, вам будут платить пенсию, там, где вполне возможно, вам даже оплатят и больничные. Но если вы решили посвятить себя творчеству, то, скорее всего, вам не светит ни зарплата, ни больничный и ни пенсия. Все зависит строго от вас. И дальше у нас еще больше. Дальше у нас получается 10 часов вместо 8. 300 рабочих дней. По 2 часа на каждый день, это плюс 600 часов еще. То есть 50 суббот,
плюс 600 часов еще, плюс 10 дней выходных, которых у нас нет. И вот вам уже большая фора. А теперь посчитайте, что мы работаем не год, а 3. И вот все эти моменты мы умножаем на 3. И отсюда получается такое большое количество роликов, отсюда получается такое большое количество внимания к вам, потому что у нас банально больше часов, которые мы можем посвятить для вас. У нас банально больше стримов, потому что мы делаем прямые эфиры буквально каждый день. Каждый день. И мы превратили это в кайф, потому что нам сейчас в кайф снимать видео, нам сейчас в кайф делать полезный контент, нам сейчас в кайф обучать и помогать нашим клиентам, потому что у них получаются результаты, им это в кайф, и нам это в кайф. А лучшая работа – это хобби, приносящее доход. И поэтому, когда мы планируем, и я сразу говорю моим клиентам своим и своим команде, сотрудникам, не рассчитывайте на быстрые результаты. Быстрые результаты это шанс, они могут появиться. Но мы все-таки работаем в длинную, в долгую. Мы готовимся к марафону, к триатлону. Почему? Все предельно просто. Если вы бегаете хорошо, то пробежать марафон, там 42 километра, можно и вполне хорошо. Но согласитесь, чтобы пробежать не только марафон, а и проехать на велосипеде и проплыть большое, это надо тренироваться в 3 раза больше, в 3 разных дисциплинах. Согласны? То же самое в Ютубе. Вам надо работать над собой, над своим контентом в 3 раза больше. А теперь поймите правильно, что люди, которые хотят прийти там и за 2 месяца сделать там, не знаю, YouTube канал, начать зарабатывать, чтобы, ну как это, немного хочу зарабатывать, чтобы я мог спокойно уйти с работы. То есть человек хочет сделать нечто, что через 2 месяца даст ему доход, сопоставимый с его доходом на работе, причем с гарантией. Мы не верим в эти сказки, поэтому мы говорим, что начало всех ваших ожиданий планируйте не на месяц, не на 2, а на год. И каждый день вы должны заниматься своим каналом. И именно поэтому выбор канала напрямую влияет на успех. Вы не можете заниматься чем-то хорошо, если вы это не любите. Вы не можете просыпаться и засыпать с мыслью о канале, если он вам недорог. Если вы сделали его только для заработка, то проще пойти на завод и там работать. Но в чем же заключается сила стратегии маленьких шагов? Она очень простая. Вы начинаете каждый день заниматься каналом и сравниваете себя и свой успех только с самим собой. То есть, если вы сейчас начинаете писать свои видео, хотя бы одно видео в день, то уже через 100 дней у вас будет 100 видео. То есть сегодня у вас 0 видео, если вы сегодня вечером начали писать, то у вас будет 100 дней, 100 видео. То есть вы сегодня и вы через спустя 100 дней автор, у которого есть 100 видео, и автор, у которого есть опыт. А через 360 дней, то есть через год, у вас там 3 февраля 2022 года будет уже 360 видео. А правда, друзья мои, в том, что у 98% не будет никогда и ничего. У вас будет 10 видео, которые вы завершите, объяснив себе в том, что виноват YouTube, виноваты спонсоры, виноват Некрашевич, виноваты там все вокруг, только не вы. Потому что вы не записали, а дальше пошло уже ваши изобретения и ваши фантазии. Готовьтесь к марафону, готовьтесь к триатлону, потому что это гонка не на выживание, а это гонка до победы, до победного финиша. И если вы не заточены на результат, то вы к нему никогда не придете. Если вы не верите в свой успех, то вы никогда не добьетесь этого успеха, как бы это банально ни звучало. Стратегия маленьких шагов вы можете найти на нашем канале десятки роликов, где мы объясняем по каждому, по оформлению, по продвижению, по созданию видео именно по этой стратегии маленьких шагов. Шаг за шагом к результату, к победе, к финишу. Пора-пора-вам. Да я прям оратор! Так, третье, что я там хотел сказать. О, да, друзья мои, воды попью. Прям свет такой голубой, да, рассеянный свет.
Это к вопросу тому, что когда люди покупают дорогое оборудование, чтобы у них был классный рассеянный свет. Итак, я бы хотел вам сейчас рассказать про одну очень и очень перспективную профессию будущего. Причем эта профессия будет настоящего. Эта профессия называется контент-ассистент. Ну, тут там пара-барабам, там заставки, там пошли, там пара-та-та-та. Кто же это такой и зачем нужен этот самый контент-ассистент? Друзья мои, я сейчас вижу тренд нарастающий, тренд возрастающий. Люди стремятся делать свой личный бренд. Тренд на личный бренд. Так это все звучит. И сейчас все больше и больше людей желает, чтобы рядом с ними был кто-то, кто мог фиксировать их действия. Вот я сейчас выступаю, и со мной стоит Катерина. Она настраивает камеру, она следит за вашими комментариями, там, да, она там вот, она ставит, следит там за зарядом аккумулятора, за всем, подсказывает мне там по стриму. Это личный ассистент. Вот просто личный ассистент, потому что она знает все про меня, про то, как я работаю, потому что она работает со мной, и она может в случае чего поменяться местами. То есть она может стать сюда, рассказывать прямые эфиры, а я буду стоять на той стороне. Ну, например, у меня заболит зуб, либо там кто-нибудь даст мне под глаз, и я буду ходить с фингалом. Ну, то есть, как бы, всякое бывает. Жизнь, она такая непредсказуемая. Так вот, друзья мои, очень скоро будут гаджеты, которые будут следить за вами, они будут летать с вами, они будут смотреть за вами, они будут фиксировать все, а потом предлагать вам лучшие моменты дня. Там лучшие фотографии вместе с вами, лучшие видео. В ресторанах будут специальные кабинки, комнатки, где вы сможете записать свой контент. Время видеоконтента уже наступило. И сейчас у каждого есть телефон, у каждого есть, даже у бабушки, пенсионерки, есть телефон, способный делать прямой эфир. Прямо сейчас вы можете открыть приложение YouTube или Facebook, либо Инстаграма и запустить прямой эфир. То есть вы YouTube. Ну, YouTube это я, телевизор. То есть вы сами по себе уже стали телевизор, и вам необходимо, чтобы кто-то помогал вам. И вот если вы хотите построить свою карьеру на фрилансе, либо вы думаете, кем стать, лучше всего смотреть в сторону личного контент-ассистента. То есть есть очень много богатых людей, обеспеченных людей, которые будут желать эти самые профессии. Они будут желать нанимать людей, которые будут сопровождать их в поездках, их там, не знаю, в путешествиях, их по жизни и фиксировать, снимать, монтировать, выбирать, потому что у этих людей, у которых есть деньги, естественно, нет времени заниматься всем этим, но без этого они не смогут в дальнейшем существовать. Вспомните раньше, лет там 10 назад, бизнесмены хвастались, у кого длиннее яхта, у кого там длиннее, там, не знаю, еще что-то, у кого там больше часы и жирнее цепь. Раньше цепь там в 2 килограмма, это был там признак, и там телефоны Верту, это был признак невероятной крутизны, ну просто это все было там вот просто, да. Теперь эффект был, бизнесмены хвастались, у кого больше канал и подписчиков, а теперь время проходит, и они будут хвастаться, у кого качественный контент. А чтобы контент был качественный, бизнесмен должен снимать его, он должен фиксировать. Но если он будет снимать постоянно свой контент, когда же он будет работать? И вот для этого ему нужен будет человек, который будет сопровождать. Это что-то личного секретаря референта, который будет с бизнесменом или там, то есть неважно, это или бизнесмен, или шоумен, или кто-то еще, потому что ему надо будет постоянно генерить контент. Вспомните, например, еще 5 лет назад, даже 3 года назад, там, наши конкуренты, жуя сопли, рассказывали о том, что вам достаточно одного видео в неделю и грамотно его оформить. Посмотрите, их полно. Они даже, некоторые даже сейчас, я вам говорил, они вам об этом рассказывают, потому что не могут сами сделать ничего. То есть они не могут вас учить снимать 5 видео в день, если сами снимают 5 видео в месяц. И именно для этого мы еще в 2019 году провели такой экспресс для себя кач, когда сделали 200 прямых эфиров за год. 2019 год 200 прямых эфиров. Всего у меня уже порядка 800 прямых эфиров. И у меня уже есть опыт, я рассказываю и показываю, делюсь с вами, как это делать.
Поэтому вы, опять же, когда хотите быть этими самыми ассистентами, вы должны знать много чего про настройку, про систематизацию, про то, как правильно заливать контент, как его хранить, как его передавать, как нанимать монтажеров, как нанимать, как давать ТЗ дизайнерам, как это все дело оформлять, потому что спрос на эти профессии будет очень и очень большой. И те, кто будут первыми, они будут лучшими, потому что всегда, кто первый космонавт? Гагарин, а второй? И то есть, если вы сейчас думаете, кем стать, и думаете покупать ли очередные курсы копирайтеров, либо там, не знаю, дизайнеров, либо SMM-маркетологов, вот прям вот SMM-маркетолог, да, то подумайте над тем, чтобы стать личным ассистентом, контент-маркет, то есть тем, кто контент-ассистентом, тех, кто будет собирать контент и брать, поверьте, сейчас время личных брендов. Предприниматели, которые раньше хвастались там яхтами, хвастались подписчиками, они сейчас будут мериться личными брендами. У кого больше узнаваемость, у кого больше качественный контент. И вы можете стать надежным помощником. Если хотите узнать больше об этой профессии, не забывайте приходить к нам. Мы будем для спонсоров нашего канала здесь и для спонсоров школы фриланса давать подробные инструкции, что надо сделать, что надо учить, что надо осваивать, а что можно пропустить для контент-ассистентов. Пара-барабам. Нормально? Да, друзья мои, 3 вопроса на сегодня мы ответили. Прокачали, сделали кач. Сколько мы были в эфире? 22 минуты. Отлично. То есть у нас получается плюс-минус по 5-7 минут на ролик. Это более чем достаточно. Если у вас есть вопросы, не забывайте под этим видео написать. Мы обязательно на них ответим. И ближайшие лучшие вопросы мы ответим в ближайших стримах. Не забывайте подписываться. Не забывайте становиться спонсорами нашего канала, потому что, ну, вот вы же пишете, друзья мои, когда, да, то есть у меня пока нет денег, чтобы стать, если у вас нет 49 рублей в месяц. Вот как бы это не было больно и обидно, то мне жаль вас. Вот действительно жаль, потому что как бы ту малую долику, что вы можете вместо там пройдитесь пешком, вместо троллейбуса пройдитесь пешком. Или вместо такси оплатите полугодовое спонсорство на нашем канале, 1 раз пройдитесь пешком. Вам легко, нам приятно. Становитесь спонсором школы видеоблогеров и получайте еще более интересных советов, рекомендаций относительно своего канала, себя. Потому что самое вкусное, как бы это грустно, самое вкусное, как бы это грустно не звучало, будет все-таки для тех людей, кто решил поддерживать нас. Стать спонсором нашего канала. Пара-барабам. Все.